Финалист шоу «Голос» Алишер Каримов вновь вспомнил о своем наставнике Александре Градском. Артист посвятил ему трогательные строки, отметив, что благодарен судьбе за встречу с ним. Светлой памяти Александра Градского. Алишер на слепых прослушиваниях покорил Градского. Наставник развернулся к казахстанскому исполнителю и пригласил его в свою команду. Однако наставник Каримова не дожил до финала. Градский скончался 28 ноября. Алишер всегда отмечал, что был счастлив попасть в команду Градского. Он проявлял к маэстро безмерное уважение. Каримов почтил память своего наставника, отметив, что с болью вспоминает о его безвременной кончине. «С болью вспоминаю его уход, но благодарен судьбе за то, что мне повстречался такой человек на моем пути. Человек-легенда с большой буквы, музыкальный исполин и невероятный талант. Вы навсегда оставили след в моем сердце, Александр Борисович», — отметил певец. Подписчики казахстанского певца оставили свои отзывы. «Алишер, вы были очень достойным учеником маэстро. Пересматриваю все ваши прекрасные выступления. Вам посчастливилось попасть к лучшему мастеру», — написали поклонники Алишера Каримова. В финале шоу «Голос» 30 декабря 2021 года Алишер исполнил несколько песен. Одну из них «Как молоды мы были», дуэтом со своим наставником Александром Градским. Чтоб тебя на земле не теряли. Последний дуэт – выступление Александра Градского и Алишера Каримова. Финалист проекта исполнил композицию «Как молоды мы были». Наставник присутствовал на сцене благодаря записи, которую показали на экране. Мэтру и его подопечному аплодировали стоя. Пелагея не смогла сдержать слез, как и многие в зале. Это было самое завораживающее и очень красивое выступление в память Александра Градского. Алишер Каримов справился на все 100%. Алишер пел со сцены, а Александр Борисович с экрана. Это был очень трогательный номер, во время которого у многих на глазах навернулись слезы. Именно в этот момент зрители еще больше утвердились во мнении, что именно Каримов окажется победителем. Алишер, сегодня, я думаю, вся страна рыдала под ваше выступление. Расскажите, тяжело ли было исполнять такие композиции? Я не знаю, рыдала ли вся страна. Однако вот какие цифры мы увидели в конце финального выпуска «Голос-2021». Алишер Каримов – 46,7%, а Александр Волкодав – 53,3%. Отрыв не такой уж и большой, но все же существенный. Впервые за всю историю золотого состава наставников в проекте не победил представитель команды Александра Градского. В комментариях к выступлениям участников пишут, что если бы Александр Градский был жив, победил бы именно Алишер, а он в конце проекта остался без наставника. Конечно, никто не умаляет талантов Александра Волкодава, у которого огромная армия поклонников. И все они сейчас ликуют. Как голосовали зрители в этом сезоне, показатель того, что участники подобрались шикарные. Все трое были достойны победы. Но вот Алишер и Ернар выделялись, если честно. Поздравляю Александра с победой, хотя Алишер тоже большой молодец. Все финалисты классные, голоса за победителя почти 50/50. Вот такие комментарии оставляют зрители проекта «Голос». А как ты когда мне лгал? Он только трубочку курил с турецким горьким табачком. А как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то все лагала, но сердце девичье свое давно другому отдала. Ты сердце девичье свое давно другому отдала. Александр стал солистом группы «Пелагея» по предложению своей наставницы. Свое согласие артист дал сразу после генеральной репетиции финала, который прошел в ночь на 31 декабря. Фанаты «Пелагеи» приняли нового участника музыкального коллектива. Они отметили, что певица и Александр хорошо смотрятся вместе. Победитель популярного российского шоу также получил сертификат на запись собственной песни. Пелагея подтвердила, что воспитанник принял ее предложение и уже после Нового года
А точнее 9 января Александр выступил в рождественском концерте группы «Пелагея» в Роза-Холл. 12 марта 2022 года состоится уже сольный концерт с новой группой. Задремал под альпой, и Саул на роздыхе, не буди своего друга атамана. Пьем, наличники, гуляй домой, завичники, черты глаза, в окошке дом, гуляй домой, казачий дом. На родине Александра с плакатами и цветами встречали родные, друзья и представители Министерства культуры Кыргызстана. И фактически 1 января, когда все отдыхали, я уже учил песни, репетировал. Но, естественно, я на 2 города. Большую часть времени, скорее всего, я буду проводить в Москве. Никогда не переставайте в себя верить, как практика показывает, даже такие чудеса случаются. Адамга берип күч кубат, акылды сезим башкара. Александр Волкодав не скрывал своего счастья и был рад возвращению на родину. Он поблагодарил всех за теплый прием и поддержку во время конкурса. Артист также рассказал о своих планах. «Я всегда чувствовал поддержку соотечественников. Спасибо всем, кто верил в меня и болел на шоу. Хочу отметить, что мечты сбываются, главное, нужно верить. Мой успех и победа связаны с моей страной. И я приехал в Кыргызстан, чтобы набраться сил и разделить радость от победы. Теперь мне остается только развивать свое творчество», — отметил Александр Волкодав. Замминистра культуры Союзбек Надырбеков отметил, что у артиста в скором времени состоится встреча с министром культуры. Также он пожелал Александру Волкодаву успехов и новых побед. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.